Так, приветствую вас, товарищи трейдеры. Давайте пробежимся по нашему рынку. Значит, у нас там что, нонка на этой неделе, так что чуть-чуть поаккуратней со сделками. Так, значит, у нас что там, понедельник, гражданский праздник, фигня все, не интересует. Вторник, процентная ставка по Австралу, среда, изменение занятости. Индекс менеджеров по снабжению. Какая-то фигня. IDP-шной до сих пор нету нонки. Может, вообще ее убрали, так-то она глупая и не нужна. Так, это нас не интересует. Ну и сам нон-фарм, значит. Да. Посмотрим, что будет. Может, добавят в течение недели. Так. Ну и поехали на наш рынок. Значит, еврик по-прежнему зажат. Соответственно, это уже отработали неоднократно, то есть не пропускает. Оставлять ее нет, смотрите сами для себя, кто там добирать будет. Это нижняя уже отработана, право убираем, то есть у нас есть из свежих только вот это, но продавать я ничего не собираюсь, это просто как ориентир. То есть если мы продавились, допустим, да, то идем ниже, буду ожидать здесь, соответственно, если тут будет разворот с помощью права нолика, подбираю и поехал. Поедет выше, ну, пускай едет выше, значит. Точки найти несложно. Вот выше можно вот с этих точек поработать, допустим, с такой глубокой коррекцией уже в продолжении нисходящего движения, но не раньше. То есть тут для меня это не то пальто, так скажем. Фунт. Удержание есть над зоной на крупных таймфреймах, да, то есть то, что размотали на H4, там шпилька. Поэтому пока, значит, удержание идет выше зоны, значит, покупки продавят там уже вниз. Неинтересно. Иена, значит, те, кто торговал вместе, тут можно уже убрать. Зона отработала очень хорошо. Вход также был из-под права очень хороший дополнительно. Можно было совершать доливки. Те, кто торгует, следят за этим, за всем на зоне покупок прошлой. Она была чуть выше, значит, а ниже наоборот, это выше. Был удар, отработали также нижнюю продажную, после чего я вам написал, что можно фиксить, потому что ну, тут уже потеря прибыли. Неизвестно, как бы цена себя повела, могла вообще закрепиться и пойти на более глубокую коррекцию. Поэтому здесь можно было сбрасывать позиции. Сейчас не стоит ничего делать, потому что есть как бы общее нисходящее движение, да, без какой-либо коррекции ближайшее. Ну вот оно корректнулось уже по сути. Для него может и достаточно. А сейчас мы идем, удержание производится под зоной продаж, то есть, да, и идем ниже. Ниже точек у нас много. Тут промежуточные есть. Посмотрим, где цена замнется. Что-то найдем, значит, где можно будет прикупить и уйти уже на обратную коррекцию. Не забываем, всегда два движения, да. И, соответственно, если есть вот это вот движение, есть такое движение, есть коррекция, у нее тоже также есть коррекция, да, и продолжение либо сюда, либо все-таки мы пойдем выше, либо ниже, то есть, соответственно, всегда два движения, не забываем рассмотреть. Поэтому можем пойти как вверх, так и вниз, но прицепляться нужно с важных только точек. К этому и тогда все станет ок. Золото по-прежнему пока удерживается выше. Тут появилась зона продажника, значит, вот она маленько съехала. Посмотрим, как себя поведет. Соответственно, тут у нас есть тоже продажник, да? Где она, куда делась? Ближайший у нас. Также продажник есть и выше есть покупка и продажа. Соответственно, на них и буду ожидать цену. Если сюда притянут сейчас и не смогут ходом пробить, соответственно, при развороте цены с помощью права нолика буду впрыгивать уже в продаже. Продавят, значит, буду смотреть здесь. Тут есть и то, и другое. Должно быть хорошее удержание. Соответственно, если тоже не смогут пробиться, то буду работать на продажу. Соответственно, если продавят, закрепятся, то буду продолжать совершать покупки. Здесь не пробиваются, можно работать на покупку, соответственно, продавили, то ожидать только здесь. Внутри дня можно поработать даже на продажу. А здесь уже смотреть, то есть если не смогут продавить, будет разворот, то добираю позиции на покупку и еду к ближайшей цели раз. Ну, вторая будет тут, если здесь продавят.
По этим недовалютам особо ничего нету. Тут все изфлечено. Жижа буду ожидать. Теперь право уже измахрачено. Оно мне не интересно. Есть зоны две. А есть покупная новая. И старая, которая еще не совсем хорошо отработана. То есть буду ожидать, если снизят, здесь будет разворот. Буду добирать позицию. По новой буду набирать покупки, соответственно, здесь. Если не проходят, сюда мотанут, не смогут пробиться. Будет снижение с помощью права нолика. Поработаю уже на продажу с ближайшей целью здесь, потому что здесь, ну, очень хорошие пункты, тут пунктов 700 можно собрать, причем не херово так. Ну, на остальных валютах особо ничего нет, они меня мало интересуют, поэтому особо за ними следить не слежу. По битку завтра сделаем обзор, сегодня может что-то там раскачать, там все это во флете, и сделаем обзорчик по нему. Ну, а по валютам пока все. Среди недели будет что-то хорошее, интересное. Я сделаю, запилю вам обзорчик. Поехали!